Сейчас приближаемся к месту, где я вам покажу, как выглядит симбирцитовая септария. Конечно, не самый большой образец, но мне кажется, он вас впечатлит. Идем. Хочу сейчас специально обойти с берега, чтобы вода была чистой, могли показать вам всю красоту симбирцита. Посмотрите, какая. Пойди вот там, пожалуйста. Смотрите, какая красота. Просто потрясающе. Это все одна септария. Это все ее осколки. Вы представляете, какая это махина? Мне кажется, она, наверное, около 2 метров была. Вот, и посмотрите, какая красота. Шикарная септария. Не буду ее с собой сейчас закрывать. Только посмотрите, какие жилы. Обалдеть. Вот это все жилы. Это магнезиальный кальцит. Я надеюсь, картинка передается. Я тоже надеюсь, что картинка передается. Достаточно красивая. Ну, посмотрите. Кусочек, фрагмент истории. С собой надо будет забрать. Шикарно. Просто, посмотрите. Вода, конечно, не теплая. Я так думаю, наверное, градусов 15, наверное, водичка. Достаточно прохладненькая. Я думаю, можно приступить к рассказу про симбирцит. Хорошо видно мне? Да. Итак, небольшая предыстория. 120 миллионов лет назад, когда нашу землю населяли динозавры, древние ящеры, вся территория Ульяновской области это было древнее море, в котором водились такие виды, как плезиозавры, ихтиозавры, плиозавры, все водоплавающие ящеры, а также аммониты, которые мы очень хорошо знаем, да, они ровесники динозавров, головоногие моллюски. Аммониты, белемниты, различные виды, различные времена населяли это море. Симбирцит – камень, который очень тесно связан с аммонитами в основном. Ну, в принципе, со всей органикой, которая была в этой области. В частности, вот такие вот септарии образовывались вокруг какой-то органики. То есть центром этой септарии, у этой септарии чаще всего было еще ядро. Оно более цельное, более желтое. Вот. Так вот, центром этой септарии должна служить органика. Это либо аммонит, либо фрагмент динозавра, это кость, или фрагмент какой-то части динозавра, может быть фрагмент конгломерат позвоночника. И вокруг органики как раз таки образовывался вот этот вот симбирцит. Как мы видим, это кальцит с мергелем, каменевшей глиной. Кальцит не путать с обычным кальцитом, это очень важно. Потому что наш кальцит, мы его и называем какой-то кальцит, он магнезиальный, в нем большое содержание магния. За счет этого он вдвое прочнее, вдвое тверже, чем обычный кальцит, к которому мы привыкли, у которого там твердость 2-2,5, ну до 3 идет. Наш кальцит 4,5. 4-4,5. Немножечко перемещу, чтобы открыть красоту как раз таки нашей септарии. Все, в принципе, вот так вот, наверное, сбоку встану, чтобы можно было показать
Вот он, кальцит. Назовем его. Потому что симбирцит это все-таки вся порода, не только желтая вот эта вот часть, составляющая. Симбирцит это все вместе, вот эти вот и мергель, и кальцит, иногда включение перита, иногда включение перламутра, это остатки от раковины аммонит. То есть, чтобы вы понимали, когда мы видим симбирцит с белыми включениями, с включениями перламутра, это значит, мы имеем дело с фрагментами септарии, центром которой являлся как раз-таки аммонит перламутровый. Поэтому вот в этот вот кальцит попадают фрагменты белого, либо красного, либо розового перламутра. Очень красивые рисунки, замысловатые. Так вот, жилы у симбирцита, желтые кальцитовые жилы, могут быть от 5 миллиметров, ну это совсем прям тонкие жилки. Вот их, наверное, вот здесь вот очень хорошо видно. Приблизь камеру немножко. Вот здесь хорошо видно, такие вот бывают тонкие жилки. Классическая вот эта ширина жилы, это где-то порядка, наверное, 4 сантиметров. 3-4 сантиметра это классика. И до 10 сантиметров. Вот здесь, конечно, одна из широких частей. Так видно прям очень хорошо. И бывают до 10 сантиметров, но это, конечно, большая редкость. Жила в 10 сантиметров достаточно редко встречается. Ну, представьте себе такую красоту поставить где-нибудь в интерьере. Но так как сбор у нас запрещен, то есть собирать симбирцит, аммониты, палеонтологию всю, которая есть, именно сбор, это не добыча, это сбор. Это запрещено, это разрешено только делать по лицензии, под строгим контролем Роснедра и местного краеведческого музея, в котором мы, естественно, должны отчитываться по всему, что мы находим на берегу, ну, в плане палеонтологии, конечно. Вот. Так как симбирцит у нас запрещен к добыче, он разрешен только к сбору, и можем мы вот идти по берегу по несколько километров. Все, что мы видим, мы можем собрать. Все, что мы можем положить в лодку, но ни в коем случае не разрушая берег, линию берега, не трогая линию берега. Только то, что, так скажем, природа нам позволила собрать, то, что есть в воде, то, что есть на побережье, мы можем собирать. Конечно, вот такой размер септарии пока не представляется возможным куда-то вытащить, забрать ее. То есть она так и останется. Ну, либо ее раскроить на несколько кусков и можно вывести. Но это, наверное, буквально может быть сантиметр, ну, максимум до метра в диаметре. Либо оставить ее вот так вот в такой вот красоте, как природный образец оставить. Хочется, конечно, куда-нибудь в музей такую штучку поместить. Или к себе домой. Ну да. Обработать. Куда-нибудь в садик. Просто посмотрите, на приусадебном участке. Петр, засними, пожалуйста. Смотри, засними вот этот вот размер ее. Она бесподобна. Очень красивая. Ну, пропусти я. Здесь глубоко. Покажу обзор. Давай я аккуратно туда отойду. Да, очень крутая конкреция. Не так часто встретишь такого размера. Я хочу еще раз напомнить. Многие называют, а что там, это обычная септария. Давайте Ну да. сравним мадагаскарскую септарию, ее размеры, количество желтого вот этого кальцита. Конечно, не буду этот химический состав кальцита сравнивать и тому подобное.
Ну, цветовую гамму. насколько я знаю, Просто. в мадагаскарских нет органического замещения. Мадагаскарских нет. Но есть, на самом деле, я сейчас раскрою секрет, есть в Ульяновской области септарии симверцитовые, которые не имеют органического центра и выглядят как мадагаскарские, они небольшие. Вот. И с заполнением такого желто-коричневого цвета, где-то, наверное, до 1,5 сантиметров толщина жилы. Вот. Ну, я так думаю, что в отличие от них это, наверное, поэффектнее будет смотреться. Давай еще покажем вот эти вот кальцитовые щеточки. Обалденно круто. Ну и вот, почему симверцит такой достаточно дорогостоящий камень? Потому что сбор этого материала очень сложный. Это реально трудоемкий процесс изо дня в день, в течение всего сезона, когда позволяет погода, можно выходить и собирать все вручную. То есть максимум, что мы можем использовать, это лодки. Лодки и рюкзаки за спиной. Все, что можно. Ну да, опять же, лодки в основном на веслах, так На как, веслах, да, так как это нерест. не моторные. Да, так как случае. нерест и запрещено использование Да. двигателей вблизи берегов. Ну вот сегодня мы наконец-то рассмотрели, как добывается симверцит, как он выглядит в природе, потому что была просто масса вопросов у людей, как же все-таки он выглядит, как мы его собираем, на чем мы его собираем. Но вот это выглядит вот так в природе, и собираем мы только все, что можем своими силами, все, что можем унести с собой. Ну а в следующих выпусках мы, наверное, рассмотрим виды симверцита. Ну и что-нибудь интересненькое для вас приготовлю обязательно. Ходим? Да, пойдем. Ко мне пошел.